Всем добрый день! Как всегда рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Давайте сегодня приготовим очень простой десерт. Классический бисквитный рулет с яблочным повидлом. Просто классика. А приготовить легче простого буквально за 20-30 минут. Присоединяйтесь. Для приготовления потребуется 150 грамм муки, 150 грамм сахара, ванильный сахар по вкусу я беру 10 грамм, четверть чайной ложечки соли, 2 столовые ложки теплой воды и 5 яиц. У меня средней категории, средний вес яйца примерно 52 грамма. Тщательно подготовьте себе посуду, в которой будете взбивать белки. Часто жалуются, что белки не взбиваются. Здесь два самых главных принципа, чтобы не попал желток, когда вы отделяете белки от желтков. И второе, чтобы посуда, в которой вы взбиваете, была чистая. Просто возьмите салфетку, смочите ее уксусом либо спиртом и протрите чашу, которую вы будете использовать для приготовления. Особенно это касается стационарных миксеров, если вы часто там делаете какие-то масляные кремы жирные и так далее. В общем, лучше подстрахуйтесь и просто протрите влажной, смоченной уксусом салфеткой чашу. Если не получается отделять желтки от белков, советую использовать вот такую вот ложку. Яйца использую комнатной температуры. Они у меня заранее уже часа 3 полежали на столе. Это нужно для того, чтобы очень хорошо соединились белки с сахаром. Я недавно показывала масляный бисквит, и принцип приготовления абсолютно такой же. При таком способе, мне кажется, бисквит всегда удачный, никогда не опадает. Будете ли вы готовить его в круглой форме, либо вот таким вот образом в виде рулета. Главное здесь аккуратненько, чтобы желтки не попали в белки. Пусть лучше небольшая часть белка останется желтком. Готово. Берем чистую, сухую, без следов воды и жира чашу, выливаем белки, добавляем щепотку соли. Сахар можно соединить с ванильным сахаром. Начинаем взбивать. Сначала на низком обороте до пенки, а потом постепенно всыпаем сахар. Я слегка взбила вот до такой пены, и потом сахар начинаем постепенно, небольшими порциями добавлять. Всыпаю буквально по 1 столовой ложке в самом начале. Потом можно чуть-чуть увеличить порции. В целом я примерно делю на 6-7 частей, может быть даже и больше. Я немного сократила видео, чтобы не показывать рутинный процесс взбивания, но на самом деле каждую порцию сахара тщательно взбивайте. Здесь помогают и белки комнатной температуры. Нужно, чтобы сахар практически полностью или желательно полностью растворился, и белки приняли вот такую вот устойчивую форму, чтобы вот свободно такие мягкие клювики можно было сформировать. Можно проверить и элементарно просто пальцами, растворился ли сахар. После этого начинаем добавлять по одному желтку. И каждый желток также тщательно перемешиваем. Здесь уже можно снизить скорость миксера на средней скорости, вмешивать каждый желток. Масса должна остаться воздушной, устойчивая должна оставаться. Посмотрите, какая воздушная масса получается. Далее вводим сухие компоненты. Просто просеиваем муку в 1 прием. Если сомневаетесь, можно, но это вообще абсолютно не принципиально, добавить четверть чайной ложечки разрыхлителя с мукой. Просеиваем муку в 1 прием и потом венчиком, уже осторожными такими движениями снизу вверх начинаю вмешивать муку. Сначала перемешиваю осторожно, но не бойтесь делать несколько резких движений. Считаем буквально до 10 просто про себя, до 10 секунд. И резко вот перемешиваем уже, когда мука перемешалась, можно резкими движениями не более 10 секунд размешать, чтобы не было никаких комочков. После этого аккуратно наливаем тепленькую воду, примерно градусов 30-40, 2 столовые ложки, и аккуратно же перемешиваем. Уже не делаем никаких резких движений, просто снизу вверх венчиком. Вода придаст дополнительную влажность бисквиту и эластичность. Лист у меня размером 42 на 37 сантиметров. Я его застелила уже пергаментной бумагой.
И здесь важно распределить тесто равномерным слоем. Поэтому остановлюсь на этом поподробнее. Это один из секретов успеха. Хорошо взбитые белки с сахаром. Тщательно, аккуратно вводим муку. И третье, распределяем равномерно. Также важен размер. Если у вас размер даже чуть-чуть меньше, чем мой, берите уже 4 яйца. Расчет очень простой. На одно яйцо идет 30 грамм муки и 30 грамм сахара. Так что разного размера вы можете готовить рулеты. Распределяем очень тщательно. Я даже при помощи палетки распределяю, либо при помощи лопатки для теста. Для начинки буду использовать домашнее яблочное повидло. Оно у меня очень густое, поэтому я его слегка подогрею. Выпекаем рулет при 210 градусах недолго, примерно 10-12 минут, зависит от вашей духовки. У меня выпекался бисквит ровно 12 минут при 210 градусах. Не зажариваем его ни в коем случае. Это тоже ошибка такая, когда перепекается. Тогда он просто будет сухой и будет трескаться. Потом сразу же переношу рулет на рабочую поверхность и отделяю слегка края бумаги. И даю ему вот так с отделенными краешками полежать на столе. И он от своей теплоты, он еще горячий, немножечко отпыхнет от поверхности стола. И легко снимется потом бумага. Вот так за края просто нежно берем и переворачиваем. Не бойтесь, он никуда не отвалится сам, ничего с ним не случится. Вот так аккуратненько краешки и хоп, и перевернули на стол. Потом посмотрите, как замечательно снимается бумага с него. Рулет, видите, у меня камера не совсем передает, он не запеченный, он слегка золотистого цвета. Но в то же время вы можете проверить на сухую палочку, он абсолютно готов. И теплый он у меня еще. Я смазываю его сразу теплым повидлом, чтобы оно даже немножечко пропитало его, чтобы рулет стал более сочный. И нежно, аккуратно начинаю сворачивать рулет, подворачивая краешек. И просто вот так плавненько ведем, сворачиваем рулет. Можно это делать было на бумаге, либо на полотенце. Я просто сейчас перенесу готовый уже сформированный рулет на полотенце, чтобы легко было его перенести на решетку, чтобы он немного отлежался и остыл полностью. Оставляю вот так на решетке до полного охлаждения. Потом нужно будет украсить рулет только всего-навсего сахарной пудрой по классике. Очень классический десерт, как я уже сказала. Бисквит, основа по ГОСТу, яблочное повидло и сверху сахарная пудра. Идеальный вкус достигнет рулет на следующий день, когда бисквит отлежится, влага в нем равномерно распределится, но можно его есть и сразу, буквально после охлаждения. Я сейчас вам показываю разрез сразу же через 2 часа, буквально после того, как он полностью остыл и охладился. Посмотрите, какой он нежный, воздушный. Очень классная нотка яблочного повидла. Рулет абсолютно не трескается, легко сворачивается и очень вкусный, простой десерт. Приготовьте, попробуйте. Все основные правила я перечислила. Хорошо взбиваем белки комнатной температуры с сахаром. Сахар желательно взять помельче. Вводим муку, осторожно перемешивая. Распределяем равномерным слоем по листу. У меня даже лист не совсем удачный. Желательно брать лист невысокий, чтобы удобнее было распределить тесто. И не перепекаем рулет. В принципе, это все. Удачных вам бисквитных рулетов. До скорой встречи. Если вам понравилось видео, поддержите меня пальцем вверх. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока. Скоро увидимся.